Январь 1942 года. Один из солнечных штатов на восточном побережье Америки. Здесь, на юге, жизнь спокойная. Для отдыхающих война в Европе, в которую Соединенные Штаты Америки вступили всего 3 недели назад, казалась чем-то очень далеким. По ночам весь берег сиял неоновыми вывесками, от Нью-Йорка до Флориды и Мексиканского залива. Жизнь здесь была легкой и беззаботной. Кровавая война в Европе — это всего лишь газетные заголовки. Американцы даже не подозревали, что всего в нескольких морских милях от побережья находятся элитные подразделения, готовые нанести удар по их стране. Гитлеровские подводные лодки прибыли к берегам Америки. Германские подводные лодки. Один корабль за другим отправлялся на дно. От Мэйна до Флориды, а также в Мексиканском заливе и среди островов Карибского моря. Везде, где несли службу корабли американского военного флота, германские подводные лодки появлялись в американских территориальных водах. Эти события были расценены как одна из величайших морских катастроф, одно из самых серьезных поражений американского флота во Второй мировой войне. К тому времени, когда американцы снова могли контролировать ситуацию, почти 400 кораблей было потоплено. Погибло более 5000 человек. Вперед на Америку! Адмирал Дёнинс, командующий германским подводным флотом, разработал план атаки на судоходные трассы вдоль американского побережья. Он должен был начаться через 10 дней после объявления Германии войны США. Было подготовлено 5 лодок, их командиры получили секретные приказы. Вспоминает Рейнхард Хардеген, командир У-123. «Мы вышли из Лориана 23 декабря. Я торопился выйти в море до Рождества, потому что мне были не нужны пьяные матросы на борту. В ночь перед Рождеством мы погрузились на глубину и стали праздновать Рождество. У нас была елочка и подарки для каждого члена экипажа. Я прочитал рождественскую историю. Все вместе мы пели рождественские гимны. Был праздничный стол, и война казалась такой далекой. Это было самое запоминающееся Рождество в моей жизни. Хардеген направлялся к берегам Америки, находящимся на расстоянии 3000 миль, на своей лодке типа 9. За ним следовали еще 4 лодки. Мне было приказано держать курс на Нью-Йорк и не начинать атак до прихода остальных. Они должны были начать боевые действия одновременно, в один и тот же день, выбирая цели самостоятельно. Они не были объединены в волчью стаю, а должны были действовать поодиночке, найти цели, затаиться, а затем 13 января одновременно нанести удары. Дёнинс назвал эту операцию «барабанный бой», то есть внезапный удар палочками по барабану. У нас не было карт американского побережья. Я не мог никак ориентироваться. Если бы у Дёнинса были карты восточного побережья США, то могла просочиться информация о намерении послать туда лодки. У меня был небольшой атлас с картой американского побережья. Там также был план Нью-Йорка. И это все. Ни он, ни командиры других 4 лодок, направляясь на запад через Атлантику, не знали одного. Того, что в британском адмиралтействе в Лондоне читают все радиограммы. И те, которые они посылают Дёнинсу, и те, которые они получают от него. Они могли засекать координаты лодок, получать информацию об их курсе и скорости ежедневно. Все эти данные передавались американцам. Документы, а также ежедневные карты, составляемые американским флотом, демонстрируют, что американцы обладали подробнейшей информацией о приближении вражеских сил. И тем не менее, когда они появились, сделано ничего не было.
По приказу адмирала Кинга, главнокомандующего американским флотом, для защиты от возможного германского нападения были выделены эсминцы. Всего их было 21, но их не отправили на выполнение этого задания. Никто не думал о светомаскировке на побережье. Экипажи немецких лодок легко обнаруживали силуэты целей на фоне сверкающих огнями прибрежных городов. Все светилось, в том числе маяки и бакины, как будто Америка не вела никакой войны. Когда я занял позицию Нью-Йорка, я увидел огни Кони-Айленда, парка отдыха. Он просто сиял. Вспоминает вице-адмирал Отто фон Шроттер, вахтенный офицер У-123. В течение недели, что мы действовали там, причем крайне успешно, мы видели машины, идущие по дороге вдоль побережья. С того места, где мы находились, даже чувствовался запах леса. Все было как в мирное время. Я не мог в это поверить. Мы были очень удивлены. Потом, когда я узнал, что адмирал Эрнест Кинг был проинформирован о нашем появлении, меня потрясло то, что, несмотря на это, ничего не было сделано. В поле зрения находились 15-20 кораблей одновременно. На всех горели навигационные огни. Мы могли выбирать себе цель и решать, какой корабль будет потоплен следующим. Мы даже не ожидали такого. По сравнению с тем, как подводным лодкам приходилось действовать в Северной Атлантике или на других театрах, там противник вел упорное сопротивление. В канадские воды были отправлены 2 лодки, участвовавшие в операции «Барабанный бой». Корабли канадского военного флота и самолеты канадских ВВС повели на них настоящую охоту и в итоге вынудили покинуть канадские территориальные воды и отправиться южнее, в воды американские. Там корабли американского флота только наблюдали за чудовищным разгромом, равного которому еще не было. Только в ходе операции «Барабанный бой» было потоплено 25 кораблей. Через 3 недели 5 лодок вернулись из успешного похода в Лориан, во Францию, туда, где располагался оперативный штаб командования подводным флотом. Цель Дёница перерезать линии снабжения, ведущие из Америки в Европу, стала гораздо более отчетливой после американских успехов Хардегена. Хардеген стал героем. Прием был просто великолепным. На перископе моей лодки висело 10 вымпелов. На пирсе было полно народу. Хорошенькие девушки с цветами. Они целовали меня. Мне все это очень понравилось. Дёниц поднялся на борт. Он повесил мне на шею рыцарский крест на ленте. Потом я прошел мимо строя почетного караула. Он всегда выставлялся по случаю возвращения лодок. Встреча всегда была теплой. Но это особенно. Мы вернулись первыми из 5 лодок, отправленных к восточному побережью США. Пропаганда страшно раздула это событие. Скажу честно, мне это все не очень нравилось. Мы не встречали никакого сопротивления. Мы одерживали одну победу за другой. Но противник не атаковал нас. Поэтому у меня были смешанные чувства по этому поводу. Считалось, что капитан-лейтенант Хардеген вполне способен освоиться в обстановке полнейшей безнаказанности. Именно так все и было у берегов Северной Америки. Дёниц сделал удачный выбор. Он отправил свои лодки в достаточно безопасное место. Там их вооружение могло причинить наибольший ущерб. Там они могли сковать значительные силы и дестабилизировать союзные операции. Военные действия против Америки начинали лодки 9-й серии. Это последний сохранившийся экземпляр.
В среднем лодки 9 серии проводили в море более 100 дней в течение одного похода. Они действовали не стаями, а поодиночке, как правило, против отдельно идущих кораблей. В отдаленных районах, где не было кораблей охранения, ими командовали офицеры более старшего возраста. Здесь требовалась определенная зрелость. Командир выбирал цель по своему усмотрению или же отказывался от проведения атаки. Была необходима осторожность. Лодки 9 серии были более уязвимы, они были больше, им требовалось больше времени на погружение, им недоставало маневренности. Было тяжелее противостоять противолодочному оружию, которое использовалось под водой. Лодки 9 серии составляли не более 12% от всего германского подводного флота. Тем не менее, они сумели потопить 37% всех кораблей, ставших жертвами германских подводных лодок в этой войне. Это лишний раз подтверждает тот факт, что лучше всего подводные лодки действовали против одиночных кораблей, идущих без охранения. Против конвоев сражаться приходилось совсем по-другому. В дальние походы лодки брали с собой дополнительные торпеды. Особое внимание уделялось провианту. Каждая лодка 9 серии была полностью самодостаточна. Покидая порт, мы запихивали продукты в каждый свободный уголок. Вы видите, как запасы провианта свисают с потолка, если его можно так назвать. Окорока, сосиски, сетки с яйцами, с картошкой. Все это свежие продукты. Они съедались первыми, а потом мы уже переходили на консервы. Картошка пахла дизельным топливом. Все пропитывалось запахом дизельного топлива и запахом подводной лодки, то есть человеческого пота и туалета. Вся эта смесь оставляла налет на пище. Когда экипаж возвращался, то поначалу обычная пища казалась безвкусной. Не было уже ставших привычными ароматов. Если честно, то гигиена практически отсутствовала. Мы не уделяли этому должного внимания. У нас не было возможности мыться. Лишь иногда мы поливались из шланга морской соленой водой. Регулярно это делать не получалось. Нам выдавали туалетную воду. Мы ее не жалели, набирали с собой побольше. Она хоть как-то маскировала вонь и заменяла нам воду. Мы обтирались этой туалетной водой. Она называлась 4711. Очень хорошая, известная туалетная вода. Мы старались особо ее не тратить, предпочитая отвезти домой и подарить матери или девушке. Это был замечательный подарок, но я по сей день не переношу запаха 4711. После удачных действий Хардегена и его товарищей, Ленинс продолжал посылать свои подводные лодки против беззащитных торговых кораблей, идущих вдоль американских берегов. Они также добивались значительных успехов. Продвигаясь все дальше на юг, они почти совсем не встречали сопротивления. Техас превратился в основной район нефтедобычи, рассказывает местный историк Мелани Уиггинс. Нефтепродукты играют важнейшую роль в войне. Командование германского флота вскоре осознало, что грузы, поступающие из Галвестона, Хьюстона и Техас-Сити, являются жизненно необходимыми. Тогда они решили начать действовать прямо в заливе, потому что почти половина всей американской нефти поступала из этого крошечного района. Первые 5 или 6 случаев потопления танкеров были подробно освещены в газетах. Затем, внезапно, газеты перестали сообщать новости на эту тему. За те почти 2 года, что немцы были в заливе, они потопили 56 кораблей и повредили еще около 14, то есть всего 70. И люди ничего не знают об этой впечатляющей победе даже сегодня. Двое закадычных друзей стали свидетелями одной из наиболее впечатляющих атак на американские корабли. Это произошло у самого побережья Флориды, неподалеку от Джексонвилла. Фил Мэй и Бернард Танден как раз были там. Мы с Филом назначили свидание 2 своим одноклассницам. Мы отправились на берег и зашли на аттракционы, где были карусели и колеса обозрения.
Мы как раз катались на карусели, и мой взгляд остановился на океане. Так или иначе, он попадал в поле зрения. Внезапно перед нами появился огромный огненный шар. Где-то через полминуты кто-то сказал: это немецкая подводная лодка. Лодкой командовал Рейнхард Кардеген, а его жертвой стал залив Америка. Я обнаружил танкер и выпустил в него торпеду. Танкер вспыхнул. Я решил добить его из палубного орудия. Огонь был таким ярким, что мы могли разглядеть орудие на палубе подводной лодки и рубку. Мы видели, как экипаж вел огонь. Очень впечатляющее зрелище. Было совсем нетрудно представить, как они возьмут и повернут орудие против нас. Но они этого не сделали. Я выбрал именно эту позицию, потому что если бы вел огонь в сторону берега, то снаряд, который не попал в танкер, мог разрушить отель на берегу или просто убить ни в чем не повинных людей. Положение было опасным, поскольку силуэт лодки был отчетливо виден на фоне горящего танкера, и у меня не было возможности скрыться при появлении эсминца или другого военного корабля. На мелководье лодка не могла погрузиться на достаточную глубину. Мы читали о войне, идущей в Европе, но сейчас мы впервые увидели ее своими глазами. Нас потрясло то, что она так близко подошла к берегам Америки. Было очень тяжело поверить в то, что война уже стучится в нашу дверь. Тогда мне было 16 лет, и я понял, что значит участвовать в войне. В ту ночь в горящей нефти погибло 19 человек, почти половина экипажа танкера. Это заставило адмирала Кинга остановить движение танкера вдоль восточного побережья на месяц. Немецкие лодки продолжали свои активные действия у побережья. Тревога местных жителей росла. У людей начинали проявляться параноидальные признаки. Операции подводных лодок у побережья превращались в навязчивую идею. Росла подозрительность. Агенты ФБР вербовали людей, готовых шпионить за другими. Требовалось найти виноватых. Многие были уверены в том, что кто-то посылает сигналы лодкам. Никто не понимал, откуда они узнают о том, где находятся корабли. Во всем этом было нечто загадочное. Люди искали следы пребывания немцев на берегу. Они верили в то, что те приплывали сюда в резиновых шлюпках, ходили по кинотеатрам и даже запасались продуктами в местных магазинах. Люди очень боялись диверсий. Они верили в то, что враги могут высадиться на берег и взорвать нефтеочистные сооружения и химические заводы, которые идеально подходили для этой цели. Их было очень много вокруг Галвестона. Царил страх перед неизвестным. Страх перед высадкой немцев на американский берег не был беспочвенным. В начале лета 1942 года на пляже Понте-Ведра во Флориде кошмарный сон стал явью. Сюда с подводной лодки высадились 4 диверсанта. Под прикрытием темноты они проскользнули вглубь территории. У них была назначена встреча с 4 другими диверсантами, высаженными с подводной лодки в Амагансете на Лонг-Айленде. Целью операции были взрывы на американских промышленных предприятиях, срыв военных заказов и, соответственно, новые возможности для триумфа нацистской пропаганды. В этих дюнах они закопали ящики со взрывчаткой и детонаторы, а потом собирались отправиться в Нью-Йорк. Заговор был раскрыт благодаря предательству 2 его участников, хотя шеф ФБР Джей Эдгар Гувер объявил об их поимке. Груз взрывчатки был выкопан в дюнах агентами ФБР. Заговорщиков допрашивала специальная военная комиссия, срочно созванная в Вашингтоне. Через несколько недель 2 доносчика были посажены в тюрьму, а их 6 соратников казнены с интервалом в 14 минут. Это была самая быстрая казнь на электрическом стуле в американской истории. Для защиты побережья Америки пограничной службой были созданы патрули. От Техаса они добирались до Сиэтла, рассказывает владелец ранчо Джордж Хэмилтон. Мы вели патрулирование вдоль пляжа по ночам, верхом. Мы были вооружены карабинами, а лошади у большинства были свои.
Мы знали всех владельцев местных катеров и яхт и всегда держали оружие наготове. За ночь мы проезжали по 25-30 километров туда-обратно вдоль побережья. Нас предупредили о том, что на берег могут высаживаться немецкие шпионы, что они будут организовывать диверсии, устраивать взрывы на нефтеочистительных заводах. Мы следили за тем, чтобы на берегу не было света. Пограничники готовились отражать высадку, а корабли американского флота за 3 месяца после начала операции «Барабанный бой» не потопили еще ни одной немецкой подводной лодки. Асам-подводникам, таким как Эрих Топ, было легко. Они были совершенно не готовы. Охранение не прошло требуемого обучения. Систему конвоев не вводили. Поэтому действовать там было совсем несложно. И все подводные лодки добились значительных успехов у берегов Америки. Было совершенно ясно, что американцы не готовы к войне. После возвращения из Америки Эриха Топпа ожидал радушный прием. Инициатива Дёница в разработке нападений на американские прибрежные воды и ошеломляющие успехи его подводников в нанесении ударов в самое сердце врага не прошли незамеченными. Германское верховное командование отметило удачные действия Кардагена и Топпа. Они были приглашены в ставку Гитлера в Восточной Пруссии, получили его личные поздравления и были награждены дубовыми листьями к уже имеющимся рыцарским крестам. Успехи немцев становились катастрофой для моряков торгового флота. Нахождение в американских территориальных водах стало рискованным делом, особенно для экипажей танкеров. Вспоминает капитан Глен Тронстад: «Мы ходили вдоль побережья на север до Нью-Йорка, на юг в Техас. Мыс Петрис был местом сбора всех судов, отправляющихся в Нью-Йорк или в Европу. Подводные лодки постоянно кружили там же, и это место получило название Торпедная аллея. Почти все время мы находились в спасательных жилетах и были готовы в любую минуту покинуть корабль. У нас было совсем немного времени, потому что после попадания торпеды в танкер он мгновенно загорался. У нас в распоряжении были спасательные плоты, опускавшиеся на воду под действием собственного веса. Нужно было просто обрезать канат, и плот соскальзывал в воду. Он был сделан из бочек, скрепленных деревянными планками. У нас были 2 шлюпки. Они потонули в Мексиканском заливе. Мы так и не успели ощутить их нехватку в ходе военных действий. На американском флоте, на удивление, медленно вводили систему конвоев. Во время Первой мировой войны она действовала крайне эффективно. Было непонятно, как можно допустить, чтобы танкеры или шли поодиночке через Мексиканский залив, чтобы их совершенно спокойно топили один за одним. С точки зрения англичан, это было абсурдом. Мы проводили конвой через Атлантику в целости и сохранности, тратя на это столько сил и средств, и допускали гибель этих же кораблей у своего побережья, где их точно так же охранял американский флот. Прежде всего, мы теряли танкеры, а топливо, которое они перевозили, было совершенно необходимым для британских вооруженных сил. Разгром восточного побережья США длился на протяжении 6 месяцев. Он также охватил Мексиканский залив и Карибское море. Всего этого можно было избежать, если бы адмирал Кинг, который командовал всей противолодочной обороной, осуществил ряд действий, а именно усваивал всю информацию, которую ему передавала британская разведка из Адмиралтейства каждый день. Если бы он перенял тактику англичан в борьбе против подводных лодок, она была разработана опытным путем, ценой тяжелых потерь, и находилась в его полном распоряжении. Но он не сделал ни того, ни другого. Он не любил англичан, не доверял Королевскому флоту и особенно его разведке. Он отказывался вводить систему конвоев, считая ее оборонительными действиями.
Но англичане на своем собственном опыте сумели доказать, что эта система является и наступательной, так как лодки вынуждены искать конвои, чтобы топить корабли, идущие в их составе. Второе, что он мог сделать, так это ввести светомаскировку. Он отдал приказ частично затемнить огни, но не гасить их полностью. Командиры подводных лодок продолжали топить корабли, потому что различали их силуэты и на более слабом фоне. Адмирал Кинг все-таки решил покончить с разгромом американского побережья. Сотни небольших кораблей, катеров, шхун и даже частных яхт были реквизированы для несения службы в американских территориальных водах. Была сформирована вспомогательная пограничная служба. В ней служил и Чарльз Стейли. Не требовалось никакого опыта, никакой особой квалификации. Все было очень просто. Корабли вспомогательной службы не имели даже навигационных приборов. Никаких. Никто не мог сказать, где именно мы находимся в данный момент. Если мы что-то замечали, то должны были радировать на военно-морскую базу в Галвестоне. Один из нас говорил: «Вы знаете, похоже, здесь что-то есть». Они спрашивали: «А кто это говорит?» Ну и что им обычно отвечали? «Черт возьми, это же я». Уолтер Дегл стал еще одним добровольцем, отправившимся сражаться с подводными лодками. У меня была двухмачтовая шхуна, на ней стоял дизельный мотор в дополнение к парусам. Нам дали фотографии германских подводных лодок с тем, чтобы мы получили представление о том, как они выглядят. Мы отходили от берега на 12 миль, патрулировали в Мексиканском заливе, осматривали горизонт в бинокле. И так несколько дней подряд, пока мы не возвращались на свой 12-й причал в Галвестоне. Сначала у нас было 3 катера вспомогательной службы. Они были вооружены 2 пулеметами 50-го калибра, которые устанавливались впереди на палубе. Также имелись 4 глубинных бомбы на специальных стойках. И это все. Я думаю, что если бы мы сбросили хотя бы одну глубинную бомбу, то сами взорвались на ней, потому что у катера не хватало скорости, чтобы успеть отойти от этого места. Увидев подводную лодку, мы должны были сразу же атаковать ее. Это была наша задача. Я думаю, что именно так мы бы и поступили. Мы бы сбросили глубинные бомбы. Я даже не представляю, что бы случилось потом. Это было самое настоящее самоубийство. Представьте себе, что такое вступить в бой с германской подводной лодкой. Почти то же самое, что с линейным кораблем. Если бы они открыли огонь из палубного орудия, от нашего кораблика просто ничего бы не осталось. Пассажиры садились на паром на побережье Северной Каролины у мыса Гатерас. Они направлялись на остров Окракок. Люди, жившие здесь во время войны, помнят о немецких подводных лодках. Вспоминает Арнольд Толсон. Я был офицером пограничной службы и командовал противолодочным кораблем номер 83367. Моей основной задачей была защита прибрежных судоходных трасс и поиск вражеских подводных лодок. Были времена, когда в море можно было одновременно увидеть более десятка торпедированных кораблей. Это был очень тяжелый период. Нам на помощь приходили корабли британского королевского флота. Они вели патрулирование в прибрежных водах, пытаясь ликвидировать угрозу, которую представляли подводные лодки. Это было одной из причин, по которой здесь находился Бетфордшир и другие корабли того же класса. Они помогали нам защищать наше побережье, рассказывает историк Венлан Насволд. У нас не было кораблей, способных сражаться против подводных лодок. Бетфордшир был одним из британских противолодочных кораблей, которые появились здесь в ответ на просьбу о помощи со стороны американского флота. Требовалась поддержка в борьбе с подводными лодками. В то время они находились на пике своих успехов. Это был март-апрель 1942 года. Вспоминает Сэм Натт, служивший на Бетфордшире.
Бетфордшир был одним из 24 траулеров, отправленных в Соединенные Штаты. Мы несли службу в Норфолке, штат Вирджиния. Мы выходили в базы, сопровождали конвой, а также вели патрулирование. В мае 1942 года Бетфордшир вел поиск подводных лодок у Окрокока. Именно тогда и произошла трагедия. Той ночью 11 мая мы находились у причала, принадлежащего пограничным частям. Внезапно раздался ужасный грохот, весь остров задрожал. Буквально через минуту или две раздался еще один взрыв. Мне было интересно узнать, что же произошло. Я вернулся на следующее утро и попытался обнаружить какие-нибудь следы, может, что-то осталось на берегу. Арнольд обнаружил 4 трупа, которые волны прибили к берегу. Все члены команды Бетфордшира погибли, и только один человек чудом остался в живых. За день до гибели Бетфордшира Сэм Нат был задержан полицией Морхед-Сити. Я не понимал, в чем американцы хотят меня обвинить. Я провел ночь в камере. Затем на утро американские солдаты отвели меня на причал, чтобы сдать на Бетфордшир. Но корабля там не было. Тогда меня посадили на катер и собрались отвезти на Бетфордшир. Но мы не могли его найти. От корабля не осталось даже малейших следов. Было решено, что Бетфордшир подвергся нападению подводной лодки. После войны эта догадка подтвердилась. Сведения о потоплении были обнаружены в судовом журнале У-558. Бетфордшир был отправлен на дно одной из ее торпед. Местные жители восприняли случившееся как настоящее горе. Люди с острова очень хорошо понимали, что эти парни отдали свои жизни, защищая Америку. Они приняли случившееся очень близко к сердцу и сказали, что никогда об этом не забудут. Они не забывают об этом и сегодня. Жители Окрокока выделили участок на Каролинском кладбище, который навечно стал английской землей. Жители маленького островка отдавали дань уважения старенькому, всеми забытому кораблю, ставшему жертвой подводной войны, вдали от дома. Экипаж корабля составляли 37 человек. В основном это были парни из деревни. Жители острова сохранили память о них. Потеря Бетфордшира не стала напрасной. Благодаря тому, что Уинстон Черчилль послал в Америку 24 переоборудованных траулера, и адмирал Кинг наконец-то ввел систему конвоев, удалось прекратить жуткий разгром, царивший в американских водах. Когда адмирал Кинг организовал движение конвоев, он заявил, что конвои — это единственное средство борьбы с вражескими подводными лодками. Наконец-то он проявил решительность. Он понял, что уничтожение кораблей у наших собственных берегов можно прекратить одним единственным способом — ввести систему конвоев. Это было единственное возможное ответное действие. В июне 1942 года система конвоев была введена, и успешные действия подводных лодок сразу же прекратились. Счастливые времена для подводников подошли к концу. Но для сотен потопленных кораблей было уже слишком поздно, погибли тысячи моряков. После того, как закончились счастливые времена у берегов Америки, подводные лодки Дёниса вернулись в Северную Атлантику. И вернулись не с пустыми руками. На шифровальный центр в Блэчли-парке обрушилась настоящая катастрофа. В начале 1942 года немцы усовершенствовали военно-морской вариант «Энигмы», добавив в конструкцию машины 4-й барабан. Всего за одну ночь англичане потеряли возможность расшифровывать радиограммы, которыми обменивались Дёнис и его экипажи. Теперь они не могли обнаружить позиции подводных лодок. В Блэчли-парке оказались бессильны что-либо сделать. Подводные лодки снова начали атаковать конвои. Они ушли от берегов Америки и не предпринимали там столь же активных действий, что ранее. А мы, в свою очередь, столкнулись с новой энигмой, которую не могли расшифровать. Разведка прекратила свою деятельность. Тем временем строились все новые и новые подводные лодки. Их количество достигло пика.
Ситуация казалась безнадежной. Адмиралтейство оказывало на нас очень сильное давление. Им был нужен ключ к новому шифру. По-другому справиться с немецкими лодками было просто невозможно. Они снова вернулись на трассы конвоев. Страну ожидали лишения. Под улицами Ливерпуля находился один из самых секретных объектов Второй мировой войны. В этом просторном бункере, защищенном от бомб и отравляющих веществ, разрабатывались методы защиты ценных грузов, направлявшихся в Британию от подводных лодок. Это был первый в мире штаб совместного руководства операциями. Он получил название «Западные подступы». Здесь вместе работали представители военного морского флота и авиации. Они прокладывали трассы конвоев через Атлантику и обеспечивали их защиту. В их задачу входило не только обеспечение безопасного движения и своевременного прибытия конвоев. Здесь решался исход Второй мировой войны. За воздушные операции отвечало береговое командование королевских ВВС, вспоминает командор Джефф Грэсвелл. Основной задачей авиации в битве за Атлантику была поддержка флота в его борьбе с подводными лодками. С самого начала войны подводные лодки опасались воздушного прикрытия. Самолет следит за появлением подводных лодок на поверхности воды и загоняет их обратно на глубину. Для защиты конвоя это очень важно. Второй задачей самолетов был поиск и уничтожение подводных лодок. К 1942 году мы добились значительных успехов. На вооружение поступили более современные самолеты, поисковое оборудование, появились радиолокаторы, были усовершенствованы навигационные системы, улучшилась подготовка экипажей. Самолеты стали вооружаться глубинными бомбами. Это сразу оказало влияние на результаты наших атак. Успешные действия обеспечивались и приобретением американских самолетов, таких как «Каталины». Несмотря на легкое вооружение и сложное управление, «Каталина» обладала очень важным преимуществом – значительным радиусом действия. Теперь можно было бороться с подводными лодками гораздо дальше от берегов. Потери были большие. Одиночные 18-часовые полеты над бескрайней Атлантикой не могли обходиться без жертв. Механические повреждения, плохая погода, неизбежная усталость экипажа и ответный огонь, который вели подводные лодки, приводили к тому, что многие самолеты так и не вернулись назад. Прикрытие с воздуха играло очень важную роль. С баз на Ньюфаундленде радиус действия авиации составлял 800 километров, вспоминает контр-адмирал Десмонд Пайерс. С баз в Исландии точно такой же. В итоге между ними образовалось пространство протяженностью около 500 километров, которое прозвали «черной дырой». Здесь было потеряно большинство кораблей. Подводники знали о ситуации с воздушным прикрытием. В черной дыре обязательно находились волчьи стаи. Они вели патрулирование в надежде обнаружить конвой. Я тоже участвовал в сопровождении конвоев. В конце 1942 года я находился на корабле, ведущем охранение конвоя СЦ-107. 45 кораблей. В черной дыре нас атаковали подводные лодки. Они нападали на конвой в течение 72 часов, потопили 15 судов. Когда мы дошли до зоны действия нашей авиации, сражение завершилось. Они отошли. И больше ничего. Мы довели конвой до места назначения без происшествий, но потери в черной дыре были просто огромными. В 1942 году единственным самолетом, способным вести патрулирование и над дырой, стал новый американский сверхдальний бомбардировщик «Либерейтор». Летчик, на счету которого больше всего потопленных немецких подводных лодок, одним из первых начал летать на «Либерейторе» с базы в Исландии. Вспоминает Терри Буллок по прозвищу «Соколиный глаз». К тому времени я воевал уже 2 года. Этот самолет впервые за всю войну мог долететь до районов, которые занимали подводные лодки. Поначалу немцы не понимали, откуда здесь берутся самолеты. При обнаружении подводной лодки нашей задачей было немедленно атаковать ее. Мне удалось разработать способ выхода на цель после ее обнаружения по ходу или против хода, под углом 20-25 градусов наискосок. Высота составляла от 15 до 30 метров. Чем ниже, тем больше шансов сбросить глубинные бомбы на расстоянии не более 3 метров от корпуса, чтобы быть уверенным в гибели лодки. Вспоминает Герберт Вернер, командир У-953. Бомбовые удары самолетов были внезапными.
Они вдруг появлялись из-за облаков и приближались с огромной скоростью. За несколько секунд они находили нас при помощи радиолокатора, а мы даже не подозревали об их присутствии. Они летели над облаками. Мы не могли их видеть. Затем внезапно раздавался рев моторов, и самолет пролетал прямо над мостиком на высоте 3-5 метров и сбрасывал обычные или глубинные бомбы, которые поражали цель. Если бомбы не взрывались прямо под лодкой или не попадали в корпус, значит, вам повезло. Моим первым успехом стало потопление У-597. Мы обнаружили ее, когда вели патрулирование в Атлантике на высоте 3500 метров. Я вышел на позицию для атаки, как обычно, и оказался над лодкой, которая не успела уйти на глубину. Мы поймали ее на поверхности океана. Я сбрасывал глубинные бомбы с высоты 25 метров. Атака была проведена просто образцово. И награда оказалась соответствующей. Лодка была потоплена. Несмотря на успехи авиации в конце 1942 года, Дёнинс все еще выигрывал битву за тоннаж. Либерейторов не хватало, и полностью перекрыть черную дыру не удавалось. Потери среди союзных торговых судов достигли рекордных отметок. Королевский военно-морской флот и его союзники несли на себе всю тяжесть битвы. Обстановка в Атлантике в конце 1942 года была очень плохой. Стояла ужасная погода. Конвои, идущие на запад, были вынуждены рассосредотачиваться. Потери росли. Они были больше, чем мы могли себе представить. Вспоминает Джим Галли, мы попадали в ужасные шторма. Иногда волны поднимались над нами на 20 метров. Затем корабль сам поднимался на гребне волны, и теперь 20 метров уже было вниз. У этой погоды было одно единственное достоинство — нас не атаковали. Ни одна подводная лодка не могла находиться в надводном положении во время такого шторма. На волнах, которые шли через 200-300 метров, корвет качался как утка. Мы были в них уверены, эти корабли оказались очень крепкими. Жизнь на борту небольших кораблей охранения была очень нелегкой. Там было очень тесно. Размещалось много различного оборудования. Гамаки висели вплотную друг к другу. Под ногами всегда была вода, а в ней плавало все то, что упало во время качки, и перемещалось туда-сюда в соответствии с движениями корпуса. Люди болели. В такой обстановке обязательно появляются кожные болезни. Усталость просто валит с ног. Многих просто смывало водой за борт. Иногда бывало так, что одна волна смывала матроса за борт, а следующая возвращала его обратно. В начале 1943 года волчья стая преследовала нас 6 дней и 5 ночей, пока, наконец, мы не добрались до зоны действия авиации. Мы постоянно находились на боевых постах. Возможности для отдыха не было. Мы спали прямо на палубе, промокали насквозь, вели огонь орудия, заряжались и сбрасывались глубинные бомбы. Одновременно в установках находилось 10 глубинных бомб. Они выстреливались залпом. Сначала 2 сбрасывались назад, и 2 выстреливались в стороны. Затем все повторялось. 2 выстреливались в стороны, и 2 сбрасывались назад. Итак, общий залп составлял 10 бомб. Для противника, находящегося на глубине, глубинные бомбы были страшнее всего. Все бледнели. Лица становились просто белыми. Люди смотрели вверх, на потолок. Хорошего в этом ничего не было.
Оттуда раздавался шум. Всегда можно было услышать шум винтов приближающегося эсминца. Затем слышался всплеск сброшенных глубинных бомб, и через несколько секунд после этого должны были раздаться взрывы. Желание спасти свою жизнь было инстинктивным. Некоторые начинали искать места, где было менее опасно. Например, в центральном посту. Естественно, потому что там находился люк, ведущий наверх, и было больше шансов успеть покинуть корабль. Это был единственный выход. Люди должны были лежать и потреблять как можно меньше кислорода, потому что никто не знал, сколько времени мы проведем под водой. Однажды атака продолжалась 36 часов. Вспоминает Алан Берн. Война на море является безликой. Редко видишь врага. Он находится на расстоянии. По нему ведут огонь орудия. В войне против подводных лодок очень часто не видишь лодку, потопленную тобой. Франц Ваврушка, У-616. Теперь все зависит от везения. И если глубинные бомбы рвутся вдалеке, то есть возможность перевести дух. И вот они рвутся уже близко, гаснет свет, начинает течь вода. То здесь, то там. Это хуже всего. Потом бомбы рвутся все дальше и дальше. Потом атака заканчивается. И если попаданий нет, то значит вам повезло. И удастся вернуться домой. Если не повезло, то лодка навсегда остается на морском дне. Когда потопленная лодка тонула, раздавались ужасные звуки. На глубине корпус начинал ломаться. Затем раздавались взрывы. Это являлось показателем того, уничтожена лодка или нет. После того, как лодка была потоплена, мы спускали на воду шлюпку, чтобы найти подтверждение своей победы. На поверхность поднимались различные остатки. Есть сведения, что лодки специально выбрасывали различный хлам, чтобы убедить противника в своей гибели. Уничтожение лодок и обеспечение безопасного прохождения торговых судов – это война. Если военные корабли могли справиться с подводными лодками, значит, конвои продолжали движение. И наоборот. Дело шло именно к такой развязке. Тоннаж потопленных лодками дёница кораблей в 1942 году превысил достижения предыдущих 3 лет вместе. В 1942 году и до марта 1943 года казалось, что союзники проиграют битву за Атлантику, что конвои прекратят движение и связь между Старым и Новым Светом оборвется. Не было бы высадки американского экспедиционного корпуса и вторжения в Европу. Гитлер не потерпел бы поражение на Западном фронте. Подводные лодки без сомнения одержали победу в этой битве. Они постоянно атаковали конвои, топили торговые суда. Своими торпедами они прокладывали путь к общей победе. В секретном штабе «Западные подступы», ведущем планирование операций против подводных лодок, истинная ситуация не была тайной. У сотен служивших здесь женщин были личные причины желать поражения немецких лодок в Атлантике. Одной из них была Лен Пезли. Мой брат служил на торговом судне. В 1941 году на конвой, в составе которого шел его корабль, напали подводные лодки. Там было 12 танкеров. На одном из них и находился мой брат. Все они были потоплены всего в 2 днях пути от дома. Я решила вступить в женскую вспомогательную службу флота. Я не могла думать о том, что постоянно гибнут наши корабли. Я не могла смириться с гибелью брата. Ему был всего 21 год.
Мы праздновали потопление каждой подводной лодки. Сейчас это звучит странно. Но тогда все воспринималось по-другому. Мы действительно радовались, когда топили подводные лодки. Вспоминает Джон Саммер. Мы знали, что дела обстояли плохо. Мы теряли много кораблей и самолетов. И где-то в конце 1942 года появилось ощущение поражения. Кто-то сказал, что во всей стране топливо оставалось только на 2-3 недели. Кораблей было потеряно столько, что победа в войне казалась просто невозможной. Мы были уверены в том, что если мы проиграем битву за Атлантику, то это будет означать полное поражение. Мы знали о том, что происходит в других странах. Неужели то же самое должно было случиться и с нашей прекрасной страной? Этого мы не могли себе представить. Я очень люблю свою страну и очень люблю ее народ. То, что прошли мои друзья, вся моя страна, люди, которых я даже не знаю, все это не могло закончиться поражением. Мы британцы. А Великобританию невозможно покорить.